Всем привет! Мы в Хуахине, и сегодня отправимся посмотреть пещерный храм, спустимся к золотому лежащему Будде, а еще увидим с вами черную бабищу. Смотрите до конца. Мы решили посмотреть все достопримечательности, которые получится объехать на байках за один день. Итак, первое наше место – это целый комплекс с пещерами, храмами и монастырями. Наша первая точка – это храм. Здесь есть парковка. Перед входом в храм весьма интересные скульптуры – обезьяны и кого-то типа русалки на мотоцикле. Кто это? История умалчивает. Здесь много зелени, скамейки, пруд, качели, скульптуры. А еще тут есть кафе, где я купила, кстати, себе шейк из гуавы. И через 5 минут меня впервые обокрали в Таиланде. Мой шейк украла обезьяна. Вообще, на территории храма очень много обезьян, которые, как вы понимаете, с туристами особо не церемонятся. Так что не оставляйте ваши вещи и еду без присмотра. Существует некоторое поверье о данном месте. Внутри пещеры десятки комнат женщин Лапла. Лапла означает «скрытый от глаз». Местные жители верят, что только хороший человек может сюда добраться. В Лаплае жили только одни женщины, потому что верили, что только женщины могут держать свое слово, а мужчины постоянно лгут. Перед пещерой находятся статуи молодой женщины в красивых нарядах. Внутри пещеры размещены такие предметы, как туалетные столики, зеркала и другие женские предметы интерьера. Внутри пещеры в храме имеются проходы, соединяющие входы и выходы вверх и вниз, с различными комнатами пещеры со множеством углублений. Пс, подпишись. Помните, на въезде была табличка «Проезд закрыт»? Так вот, предприимчивые тайцы сделали здесь парковку с тук-туками и возят людей к пещерам на своих такси, как вы догадались, платно. В идеальном варианте вы паркуете здесь свои машины, затем садитесь на тук-тук и отправляетесь на прогулку в пещеры. Мы, конечно, решили прогуляться пешком, чтобы посмотреть на территорию, познакомиться с мохнатыми товарищами. Каолуан Кейв – действующий пещерный храм, расположенный в городке Петчебуре, который знаменит гигантской фигурой лежащего Будды. Вдоль дороги и возле входа в саму пещеру обитает довольно много обезьян, и только попав в пещеру, вы будете в безопасности от этих пушистых мародеров. Это убежище, которое животные уважают. А вот, кстати, те самые тук-туки, которые подвозят туристов к пещере, примерно за 50 батов с человека. На входе нас встретил вот такой фонтан с ярко-голубой водой. Нам, честно говоря, показалось, что она подкрашена. Далее мы подходим к бетонной лестнице. Говорят, что когда король Рама IV увидел красоту этой пещеры, он незамедлительно построил 10-метровую бетонную лестницу от подножия горы в пещеру. Благо, лестницу хорошо окутывает тень деревьев, поэтому подъем и спуск, в принципе, не составили нам труда. Построил, не знаю, можно ли так сказать, но все же построил этот храм король Рама V. Пещере, получается, больше 100 лет. Он наверняка знал, что эта пещера будет еще долго впечатлять своими сталактитами, сталагмитами. Особенностью этой пещеры является большое отверстие в крыше, через которое проникает солнечный свет. Следующая наша остановка – это, давайте я попробую, Wat Maha Samannaram. Это старый храм, построенный во время правления короля Рамы IV, целью которого было восстановить и отремонтировать как можно больше священных мест. Он дал значимое имя в память о нем как Wat Maha Samannaram. Да простят тайцы мое произношение. Королевский храм 2 класса. Вход в храм платный, составляет 150 батов. Не забудь подписаться на канал. Будете выезжать, смотрите по сторонам. Обезьяны могут случайно броситься под колеса. А мы едем дальше, конечно же, к черной бабище. Мы приехали на пляж ладно. Тут очень хорошо и тихо. Когда-то здесь был курорт, где отдыхали только местные жители.
Теперь почему-то все отели закрылись, и, судя по состоянию домов, уже давно. Как будто мы одни во всем Таиланде. На берегу есть одно одинокое кафе. Приятное место вдали от городской суеты, подъезд к пляжу грунтовая дорога. Кроме статуи черной бабищи, на пляже есть и другие персонажи. Принц с флейтой, русалка и огромная черепаха. Все эти статуи – персонажи поэмы, написанные известным тайским поэтом в 1821 году. Произведение полностью опубликовано в стихотворной форме, состоит из 30 тысяч строк. Есть даже фильм «Легенда Судсакорна». У короля Сиама был сын, который играл на волшебной флейте. Однажды появилась женщина-великан по имени, конечно же, Морская бабища, и утащила его к себе в подводное царство, которым она правила. Чтобы влюбить в себя принца, великанша превратилась в очаровательную девушку, они поженились, а когда принц прознал про обман, он сговорился там с русалками и сбежал от морского чудища. Когда женщина-гигант узнала это, она сбросила свой красивый облик и превратилась в гигантское чудовище. Она ходила по берегу океана, чтобы найти своего любимого. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, путешествуйте с нами. Все, пока!